Перед нанесением базового цвета, у меня это Olive Drab от Pacific, модель была загрунтована серым грунтом от той же фирмы. Серым по серому не очень видно, нужно будет прикупить черный грунт. Тогда и пришейдинг можно будет делать. Это моя первая модель в 35 масштабе, которая будет окрашена, плюс первая окрашена аэрографом. Его я пока не очень контролирую, а при создании теней нужны тонкие слоя краски. Но высветление сделаю. В базу добавляю немного белого и наношу верхнюю часть башни. После того, как башня готова, можно прикрепить маску с орудием. Ультрасветлым, оливковым, придаю модели объем, выделяя болтики, петли, ручки, всякую разную мелочевку. Крашу шансовый инструмент в черный цвет, а деревянные детали коричневым, светлым и древесным. И покрываю всю модель глянцевым лаком. А пока он сохнет, можно заняться ходовой. Крашу каждый элемент по отдельности, линию закрепил на пластиковой части ратушной палочки, а звездочку приклеил на кусок зубочистки. В дальнейшем дерево можно без проблем отделить от пластика. Катки не стал склеивать между собой, а крашу каждую половинку отдельно. Элементы тележек также красятся по отдельности, а затем все части покрываю лаком и можно собирать. Сделал имитацию литья и зашпатлевал щель. Малярным скотчем маскирую окрашенные места, крашу, покрываю лаком и наношу смывку на тележки и на всю модель. Удаляю излишки White Spirit специальной палочкой. Вот такая разница между двумя деталями, со смывкой и без. Декаль замачиваю в воде комнатной температуры, немного смачиваю поверхность и переношу декаль. Позиционирую и убираю остатки воды. Нанес масляные точки и вертикальными движениями сухой кистью растираю. Оставляю сохнуть и перехожу к работе над гусеницами. Задул темной полированной сталью, потом черным. Но можно было сразу красить в черный и не париться. Эффект, конечно, интересный, но дальше буду пачкать и он пропадет. Пачкаю пигментами, разведенными White Spirit. Излишки убираю сухой кистью. Снимаю краску с зацепов и они блестят. Но мне захотелось добавить больше блеска, и я покрыл той же темной сталью.
забросал пигментами разных цветов и закрепил фиксатором. А затем покрыл модель матовым лаком. Срезаю пластиковую антенну и высверливаю отверстие сверлом 0,3 мм, в которое установлю антенну из проволоки. Установил металлический трос, покрасил в темную сталь и прошелся смывкой для траков. Ну и напоследок натер то, что можно было натереть, грифелем мягкого карандаша. Такая модель Шермана от звезды в 35 масштабе у меня получилась. Есть косяки, которые поздно заметил, но в целом неплохо. Буду рад услышать вашу оценку, а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.